Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Британия рискует остаться без газа. Запасами в хранилищах можно обеспечить лишь 1,5-2 дня активного потребления, пишет британская Daily Mail. Война, поддерживаемая Англией, убрала с рынка порядка 30% СПГ, а все, что осталось, активно выкупается азиатскими странами. Борис Леонидович, на чем держится старушка Англия и к чему вообще может привести, если газ у них кончится? Ну, давайте традиционно. Убираем журналистский задор, начинаем смотреть на числа, факты. Что касается территории самого острова Великобритании, или как он там правильно называется, на суше имеется целых 8 хранилищ, но их активные объемы, то есть те объемы, которые можно закачать, потом забрать, оставляют желать лучшего. Если брать совокупно, то это 1,3 миллиарда кубометров. Самое большое из этих наземных месторождений целых 400 миллионов кубометров. Самое маленькое, простите, 200 тысяч кубометров. То есть, на самом деле, поскольку они распределены, не сказать, что кучно, а более-менее равномерно, это оперативный запас на пиковый спрос или какое-то резкое похолодание для отдельных городов, для отдельных графств, как они там у себя любят называть. Ситуация сложилась не сейчас, они в такой ситуации достаточно давно, с того момента, как перестала работать, ушла возможность эксплуатировать легендарное месторождение Рауф. Это бывшее морское месторождение очень большого объема, и все, что касается спотового рынка газа, начиналось именно там. Это такая большая легенда европейского газового рынка. Очень удобно расположено в Северном море. Небольшие месторождения, скачивали газ туда и потом разбирали уже на остров. Вот так возникла спотовая торговля. Сначала отработали в самой Англии, потом распространили на весь Евросоюз, потом сломалось, так скажем, ПХГ РАУФ, а потом Англия вышла из состава Евросоюза. Ну и давайте смотреть. У меня, к сожалению, нет данных о объеме в процентах, насколько заполнены эти хранилища. Но если брать те данные, которые уже есть, 25 год до конца не сформулировали, отчеты, статистику. 24 год. Потребление газа в Великобритании 57 миллиардов кубометров. Есть собственная добыча на английской части Северного моря, на шельфе, порядка 14,5 миллиардов кубометров. Дальше начинаем пересчитывать трубопроводные поставки, прежде всего Норвегия, флагс, аббревиатура, извините, она норвежская, поэтому пытаться произносить не буду. 16 миллиардов кубометров. Транзитная мощность 55, поставки в Англию 16 миллиардов кубометров отсюда. Собственная добыча 14,5, импорт из Норвегии 16, итого 30. BBL, British Belgia L Line, наверное, так. Это интерконнектор. Транзитная мощность 15 миллиардов кубометров. В 2024 году было поставлено 10,5. И есть еще один интерконнектор, тоже в Бельгию, но он используется в обратном направлении. Поставки идут из Англии в Бельгию, и это сложилось далеко не сейчас. Понятно. 30 мы насчитали, импорт СПГ порядка 10,5 миллиардов кубометров, они закрываются. Итого. Поскольку есть СПГ, 4 регистрационных терминала, Isle of Grain, остров Грейн, 19,5 миллиардов кубометров газа в год способны принять. Южный Хук 21 миллиард кубометров. И Драгун ЛНГ еще 8 миллиардов кубометров. Вот в таком режиме и работали, и была возможность использовать, и остается возможность использовать подземные хранилища на территории Европы. Причина такого объема регистрационных терминалов в Европе больше нигде нет. Так сложилось.
И предоставляют возможность хранить газ на материке не потому, что очень любят Англию, а потому, что регазификация идет и идут большие поставки вот по тому второму магистральному морскому трубопроводу в Бельгию до 20 миллиардов кубометров поступает в Европу. Это достаточно много, поэтому с хранилищами охотно идут навстречу. Говорить о том, что назрел кризис, тоже достаточно сложно, поскольку мы привыкли к тому, что американские СПГ покупают по-разному, и по статистике Министерства энергетики США самый крупный покупатель СПГ, произведенного на территории США, является компания Total Energy, французская. Но Total Energy действительно глобальная компания, которая, покупая в разных местах СПГ, везет туда, куда считает экономически целесообразным. Если мы говорим о старушке Европы, то крупнейший оператор СПГ – это компания Центрика, Британия. Причина доли в тех самых регистрационных терминалах – это один момент, а второй момент – первый СПГ-проект на территории США, Sabina Pass, во многом состоялся, потому что с Центрикой подписан долгосрочный контракт. Напоминаю, что газовый рынок Соединенных Штатов тоже достаточно своеобразен. Все, что касается СПГ, работает по толлинговой схеме. Если я, европейская, африканская, китайская, какая угодно компания, желаю приобрести газ в сжиженном виде и сжижать его будут на территории США, пошагово я должен выйти на национальную биржу Henry Hub, купить нужный объем в обычном состоянии, оплатить деньги за прокачку до СПГ-завода, оплатить само ожижение. При этом действуют во всех контрактах условия «сжижай и или плати». Авансовый платеж в том случае, если ты используешь мощность, ты доплачиваешь до конечной суммы, в том случае, если ты не сжижаешь, авансовая сумма просто сгорает. Вот такие контракты являлись и являются основанием для получения кредитов. Регистрационные терминалы – это дорого. СПГ-заводы тем более дорого. Статистика последних лет показывает, миллиард кубометров сжижения, миллиард долларов и стоит. И Sabina Pass с его мощностью под 20 миллиардов кубометров, понятно, что таких денег ни у кого в кармане не было, нужно было идти в банк, банки выставили вот такое условие. Почему в Америке такие условия, понятно. В этом случае компания, владеющая СПГ-заводом, не участвует ни в каких рисках. Где риски? Покупка на бирже TTF, вдруг там что-то... Покупка на национальной бирже Henry Hub. Там могут быть скачки котировок, неудачная покупка, за тебя это делает твой будущий покупатель. Где и как он продает, это проблема покупателя. Ничего не сжижается, авансовый платеж есть, финансовый поток обеспечивает возврат кредита, все в полном порядке. Центрика была первой европейской компанией, подписавшей контракт с Chenery Energy, владельцем завода Sabina Pass. Так что исторически все достаточно понятно. При этом, поскольку Англия вышла из состава Евросоюза, тот жесткий отказ от долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой, которую исповедует Брюссель, в Англии вовсе не обязательно. Англия больше не часть Европейского Союза. То есть в этом отношении она себя подстраховала. Сказать, что сейчас в связи с происходящим вокруг Персидского залива, прекращением поставок сжиженного природного газа из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, из Египта, Англия будет себя чувствовать очень плохо, ну, для журналиста такое сказать можно. А если мы обратимся к фактам, долгосрочные контракты, которые есть у английских компаний, на самом деле это и есть страховка. Так что не думаю, что есть повод волноваться. То, что у них газовое хранилище на 1,5 миллиарда кубометров, если бы это происходило только в этом году, ну, можно было бы о чем-то переживать. А поскольку в таком режиме они уже работают второй десяток лет, я думаю, что справятся. Ну, а если перечислять прочих импортеров СПГ на британском рынке, то есть владельцев мощностей и регистрационных терминалов, то помимо Центрики, там и Total Energy имеется, и Sonatrach, это алжирская государственная компания, и немецкий Uniper,
и Shell, ну, и Venture Global LNG тоже присутствуют, но тем не менее такие якорные владельцы СПГ рынка, это, конечно, компания Центрика, она не государственная, она публичная, котируется на лондонской бирже, но сказать, что кто-то контролирует всю компанию, тоже нельзя. Вот. Так что не вижу повода волноваться за старушку. Тем более, что отопительный сезон уже прошел практически. Не знаю, как там в Англии насчет снегопадов и морозов, но подозреваю, что они уже закончились. Так что, как бы мы по этому поводу не переживали, наверное, не просто так Англия решила, что ей не место в Европейском Союзе. Вы от долгосрочных контрактов отказываетесь, мы нет. Вот, собственно говоря, вся хитрость. Так что переживут, не надо за них волноваться. Борис Леонидович, с Англией это все понятно, а как там Евросоюз выплывает? Выплывает в соответствии с целевой моделью европейского газового рынка, разработанной и утвержденной в 2011 году и воплощаемой в жизнь с 2019 года. Сначала результаты воплощения были неочевидны в силу пандемии и резкого падения спроса. Сейчас становится все более очевидно. Отказ от долгосрочного экспортного газового контракта по гронингенской модели, то есть отказ от долгосрочных контрактов, отказ от условия «качай и или плати», отказ от самого долгосрочного контракта и исключительно биржевое ценообразование. И вот сейчас все, что мы в Европе наблюдаем, это результаты торгов на хабе TTF, который, напоминаю, зарегистрирован действительно в Голландии. Кто бы спорил, но 100% акций принадлежит американским инвесторам. Но это так, к слову. Сейчас, в отличие от нефти, где колебания цен, резкие взлеты, резкие падения связаны в основном, так скажем, с настроем трейдеров, которые внимательно слушают то Трампа, то не Трампа, то еще кого-то слушают, то радуются тому, что КСИР приглашает всех проходить через Армузский пролив и обещает светлую память. На самом деле сокращения объемов добычи, то есть физической нехватки нефти на рынке еще нет. Сокращения только начались. Кувейт, Ирак. И вот сегодня, 10 марта, появилось сообщение о том, что на части месторождений снижает добычу и Саудовская Аравия. Если ситуация с Армузским проливом не прояснится еще дней 10, просто закончатся резервуары. Если нет возможности вывозить, значит, все, что у вас есть в портах, на суше, будет залито под горлышко, а дальше вариантов нет. Нужно останавливать добычу на месторождениях, в противном случае, ну что, заливать пустыню нефтью тоже не вариант. Этого пока еще не наступило. С СПГ все значительно проще. Основной производитель, второе, третье место в мире после Соединенных Штатов и Австралии, Катар, 77 миллионов тонн, что соответствует где-то 110 миллиардам кубометров, вот годовая мощность Катар Энерджи на день сегодняшний. Подземных хранилищ газа нет. Основная, ну, практически весь объем добычи идет из северного купола, который в Иране называют Южным Парсом. Месторождение понятия не имело, кто и как будет прокладывать государственные границы, так что это, наверное, похоже на бутылку с двумя горлышками. Кто быстрее откачает, тот и молодец. И надо отдать должное, Катар с Ираном никогда не выясняли двусторонние отношения, все у них как-то было очень аккуратно. Кому сколько требовалось, тот столько и брал. Смотрим. Ученые проверяют на мышках, но Еврокомиссия решила проверить на 27 странах, входящих в это экономическое объединение. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на наш канал в Макс. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Не повторяйте мою ошибку. Я, прочитав название «Национальный мессенджер», первые недели 3 читал его на национальном языке МАХ. На самом деле это Макс. Подписывайтесь, наш канал уже там. Всем спасибо за внимание.